вот такой вот роутер Xiaomi BE6500. И знаете, что это такое? Это Wi-Fi 7 роутер. Видите, здесь даже написано Wi-Fi 7. Конечно, он Wi-Fi 7 только в некоторых аспектах, но то, что этот роутер крут, это факт. И крут он настолько, что мы, допустим, на телефоне получаем там 2,1 гигабит в пике скорости на 5 гигагерцовом Wi-Fi. У нас все порты 2,5 гигабитные. У нас покрытие такое сумасшедшее, что такого теста на нашем канале вы еще не видели, когда мы в режиме реального времени вот одним, скажем так, дублем снимаем, тут ходим с этим смартфоном и просто показываем, насколько падает или не падает. Но, что интересно, конечно же, это китайская версия. Китайские версии у нас этих роутеров самые мощные. Да, в них нет 6 ГГц, да, в них нет 320 МГц, как это в каких-то там суперовых Wi-Fi 7 роутеров, но сам факт того, что они могут, в них есть мультилинк, тоже такое себе 2,4 ГГц и 5 ГГц объединить, не совсем удачная идея, и многие даже там кричат 3,57 гигабит канальная скорость суммарная, в реальную все равно больше 2,1 не получите. Прелесть данного роутера не в его каких-то настройках, которые, откровенно говоря, самые простые. Прелесть данного роутера конкретно в покрытии, мощности и скорости. И тут уже этот роутер, конечно, показывает себя со всех сторон. Со своей элегантностью расчески, честно вам скажу, этот роутер очень даже неплох, учитывая его цену. Потому что если брать Wi-Fi 7 роутера из, допустим, из США, то там цена совсем другая. Да и за 6 ГГц прилететь, допустим, вот я живу в Украине, за 6 ГГц прилететь может, возможно, а может и не может. Но это мы уже оставим за кулисами. Почему? Потому что мы конкретно обозреваем вот этот вот роутер. Роутер классный, сразу говорю. Мы сейчас переходим с вами, смотрим распаковочку, потом смотрим, сколько он стоит и где покупали. И, конечно же, тестируем. А потом возвращаемся на выводы. Вот он, Wi-Fi 7 BE6500 от Xiaomi. Сзади они ничего нам интересного не написали, кроме предельных скоростей 5 ГГц, суммарных канальных 5765 мегабит, 4 на 4 ММО 160 МГц и 2,4 у нас 688 мегабит, 2 на 2 ММО 40 МГц. Ну и, конечно же, 4 порта 2,5 гигабитных. Тут, в принципе, у нас никаких сюрпризов нет. Сейчас мы вскроем это все действие. Оп. Ох ты, черный какой. Ровный какой. Ты вообще видел? Так, смотрите. Слушайте, ну он больше, чем BE5000. Знаешь, какой такой на стероидах. Сзади у нас 4 2,5 гигабитных порта. Мульти. Они все мульти-ван, мульти-лан. Обширный диффузор охлаждения. Снизу по принципу конвекции забор воздуха. И выход сверху. У нас, видите, здесь пропилы есть для охлаждения в том числе. То есть он выходит вот таким вот образом. А как оно забирает снизу? У нас же ножик. Есть ножки. Есть. Они... вот сбоку все есть. Все хорошо есть. Слушайте, ну он легкий, что я могу сказать. Достаточно такой стилевый на самом деле. Что у нас в комплекте? В комплекте все как обычно. Патч-корд обыкновенный. И вот такой вот у нас блок питания на сколько? Хрен пойми сколько. 12 вольт, 2 ампера, 24 ватт. Все, ребят, подключаем и тестируем. Ну, смотрите, стоит он на текущий момент $105. Однако, не ориентируемся на эту цену. Объясню почему. Потому что вы это видео можете видеть в тот момент, когда он может стоить, например, уже $50. Поэтому обязательно идем в описании под видео. Там есть ссылочка на проверенного продавца. Нажимаем на нее и смотрим цену на текущий момент. Скорее всего, она уже даже ниже. Это та цена, по которой я его покупал. И тут они сразу пишут Dual Band. Не Dual Band, а Dual Band. 160 МГц, 6453 мегабита в секунду, меш, игровая акселерация. Ну, короче, они что-то там перемудрили с маркетингом, конечно, но давайте по характеристикам. Xiaomi BE6500, опять же, я же говорю, по маркетингу пошли. Qualcomm A53 1,1 ГГц, чтобы вы понимали, здесь IPQ5312 процессор, а это уже 4 ядра Cortex A53. Очень неплохо, скажу вам, достаточно мощный. У нас 512 мегабайт в памяти.
а флеш у нас 128 мегабайт. Теперь 2,4 ГГц, 2 на 2 формула MU-MIMO и со скоростью, как они пишут, канальной скоростью 688 мегабит. А 5 ГГц Wi-Fi 5764, 4 на 4 формула MU-MIMO, как его называют, и 160 МГц ширина канала. И все порты 2,5 гигабита. Короче, много тут всего понаписывали. Поддерживает даже 802.3 AB. Это значит, он может агрегировать либо WAN, либо LAN порты. Сейчас посмотрим. Тут написали каналы, которые поддерживаются. Это тоже мы посмотрим уже при рассмотре веб-интерфейса. И по самим картинкам, что они тут нам интересного написали. Поддержка 4К CAM, само собой, OFDMA, BSS Coloring, MLO. Ведь сразу говорю, мультилинк в таких роутерах, в которых нет 6 ГГц, он абсолютно теряет свой смысл. То есть получить какой-то прирост при присоединении 5 ГГц к 2,4, ну, теоретически вроде бы как может расширить 160 плюс 40, это будет у них там 200 МГц, но вы не получите увеличение ширины канала, к сожалению. Поэтому он бессмысленен, и я тесты на MLO на таких роутерах откидываю уже на текущий момент. То есть это просто вот, знаете, больше маркетинг. Конечно, поддержка Mesh разных роутеров от Xiaomi в Mesh сеть. Вот, допустим, к такому роутеру можно добрать BE5000, можно брать BE3600 и даже AX могут быть. И будут, самое интересное, они все работать в одной сети, как Mesh, бесшовной. Так, Wi-Fi 7, тут они рассказывают, почему это так все круто. И типа можно получить 3,57 Gbps, но фактически вы ее так не получите. Возможно, потом, если сагрегировать ланы, где-то сделать сервер и что-то выдумать, ну нет. Ну нет, 2,1 гигабит, который на нем получал, это максимум, что он может. OFDMA, поддержка 4К CAM, конечно, модуляция, да, 4.096 Qualcomm Immersive Home 326 платформ. Ну, это они платформу здесь приводят. Слушайте, больше мне тут смотреть нечего. Про поддержку IPTV заявляются. Больше мне смотреть тут нечего. Ссылки в описании под видео. Конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, переходим и сейчас будем тестировать. Ну, тут они Mesh расписывают, да, так красивенько все. Все, переходим, тестируем. Ну, как мы видим, тестирую, и видим мы 2,5 гигабита. Видите? Это два ноутбука. Через 2,5 гигабита, я специально вот вам показываю 2,5. Это мы тестируем LAN на WAN. То есть у нас получается, мы сейчас понимаем, что это полностью 2,5 гигабитный роутер. Ну, такой вот формат мы записи. Вот, пожалуйста, наш сервер OpenSpeed Test тоже на 2,5 гигабита, поэтому приходится писать именно на смартфоне. То есть для того, чтобы писать экран, это совсем другие вещи нам нужны. Ну, как вы поняли, LAN на WAN у нас работают отлично. Но при этом мы с вами должны протестировать 5 ГГц и 2,4 ГГц. Для этого мы включаем на смартфоне с поддержкой Wi-Fi 7, само собой. Смотрите, у нас сейчас подключен Xiaomi. Вот если я пойду, вы увидите Connect. Ну, сейчас 2593, вообще 2,8, 2880 максимально, что мы здесь получали. И сейчас попробуем с вами получить какой-то тест. Давайте, OpenSpeed Test, стартуем и смотрим. 1700, 1000, ну давайте прямо поставим. Так, 1800, 1900. 2 гигабита в пике было, очень неплохо. Ну, короче, максимально я здесь получал 2,065. 2,065 скорость Wi-Fi, то есть роутер сейчас не возле меня стоит. Давайте еще разочек и получим. Сейчас, ну это на выгрузку, то есть 1948 на загрузку, 1844 на выгрузку. Давайте еще раз. Мы получаем, ну, приблизительно те же самые. О, опа, 200 было, видели? 200 пошло. Ну, сейчас двушечку почти держала. Знаете, это охренительные результаты для смартфона. Это просто-напросто охренительные результаты для смартфона. То есть 1997 на 1800 почти.
1600, 1723. Супер. То же самое. Wi-Fi 2.4. У нас есть скорость подключения. Wi-Fi 7 он видит. Ну, он работает в стандарте BE. Давайте сейчас с вами рестартанем. И 2.4 диапазон у нас показывает там 150, 180. Смотрим. 170, 165 на загрузку. Это нормальный результат. Это нормально. При том, что 2.4 диапазон это очень грязный диапазон в плане загруженности, это еще и хороший результат, я вам скажу. На отдачу, видите, борется он со всеми остальными. 163 на 141. Это очень хороший результат на самом-то деле. Вот именно с таких тестов мы и начали. Но нас же интересует, это все-таки Xiaomi, еще и китайская версия. Нас же интересует дальность. А вот тут вот леса. Пошли на улицу прогуляемся, а? Да, пошли гулять. Так, ребят, смотрите. Тесты дальности, они немножко сегодня в другом формате. Они более интересные. Сейчас мы с вами, роутер у нас стоит в той комнате. Видите? Вот, ну, где-то там в конце. А куда ты его поставила вообще? Вот он боком стоит. А, вон он боком, возле BE 7000 стоит. Теперь смотрите, это большая комната. Это большая комната. Пошли со мной. Сейчас мы идем. Офис 160 квадратов. 160 квадратов мы идем в дальний склад. В самый дальний угол. Подключены на 5 ГГц. Сейчас проведем тот же самый тест. Это внутри нашего помещения. Это охренительный результат. Вот это вот охренительный результат. При том, что реально до роутера просто овер дофига. И кроме этого, ну, то есть это вот результат в режиме реального времени. Кроме этого, мы сейчас пойдем с вами прогуляемся на улицу. Здесь 1.4 на отдачу у нас под гигабит. При том, что это нереально далеко. То есть это надо идти, это больше, чем трехкомнатная квартира. Это как 2 трехкомнатных квартиры. И он стоит не посередине, он стоит в самом углу. Вот, пожалуйста. 1400 на 848, да? На 843. Теперь пошли со мной дальше. Ты меня снимаешь? Все в режиме реального времени, без монтажа. Пошли на улицу. Это все наш офис. Ты смотришь в этот? Я в экран смотрю, да. Первый этаж нашего офиса. Проверяем этажность. Та-дам! Мы все подключены к этому роутеру. Мы на другом этаже. 1.5. У нас дверь открыта? Отлично. Сейчас мы пойдем с вами чуть погуляем. Мы должны вот эти тесты, вот эта вот сумасшедшая штука, у него 6 FEM-усилителей фронтальных. 6 фронтальных FEM-усилителей. Вот эти тесты 1400 на 700. Пошли дальше. Не замерзнешь, лисица? Пошли. Ну все. То есть мы идем, ребят, мы идем. Вот это вот все в режиме реального времени. Вон офис, вон второй этаж, показываю. Да, пошли. Вы думаете, я здесь буду проверять? Не. Ну что, здесь? Не, пошли. Идем. Ну что? Ну уже офиса не видно, в принципе. Покажи. Давайте, поехали. Мы до сих пор имеем покрытие. При этом покрытие в 300-400 мегабит. Это даже не трехкомнатная, не пятикомнатная квартира. То есть на текущий момент мы до сих пор имеем коннект. И, пожалуйста, полноценно. Ой, погасло, да? Верните.
и полноценно еще и работающий. При том, что там вон Линкольн, вон роутер, вот иди сюда, ближе, вон Линкольн, видите? Вон он вдалеке, вот там вот роутер, сверху на втором этаже стоит. Вот там вот. Так что с покрытием, вообще вопрос такой открытый. Давайте возвращаемся в студию. Ну что, мы вернулись, прохладно на улице. Вопросы по покрытиям есть? Я вообще не знал, как его тестировать. Потому что мы уходим в дальнюю комнату, тестируем, а там какое-то покрытие сумасшедшее. Вы бы не поверили. Пришлось снимать в режиме реального времени. Теперь по тому, что есть в самом роутере. Мы видим, что у нас сейчас 5 единиц подключено. Мы тут наподключали огромное количество разных устройств. Кто-то уже тоже подключился, да? Упс, да? Ну, хорошо. Это все тот же наш BE6000. А теперь поехали по настройкам. У нас есть сразу же настройки Wi-Fi. Используя обыкновенный Google переводчик, вообще без вопросов работает. У нас есть включение смарт-режима, это когда объединяет все диапазоны в одну сеть. Ну, в принципе, такой смарт-режим, но он необходим для работы мультилинка. Скажу вам сразу, мультилинк объединяет 5 ГГц и 2,4. Получить какой-то прирост здесь сумасшедший вы не получите. Вы не получите больше, чем 2,1 ГГц. То есть мы не можем с вами получить здесь больше, потому что он больше не даст. Мультилинк в данном случае был бы полезен, если бы было бы 5 плюс 6. Но 6 ГГц тут уж извините нету. 2,4 ГГц у нас с 1 по 13 канал есть. Есть 40 МГц 20 и режим 40-20. Поддержка WPA3 персонального и даже есть, вот, пожалуйста, да, WPA3 персональный и можно регулировать мощность сигнала. 5 ГГц, все то же самое приблизительно, от 36 до 165 канала. Есть только режимы 20, 40, 80, 160 МГц работает в миксованном режиме со всеми остальными. Также у нас есть режим совместимости с Wi-Fi 5, если, допустим, ваши старые устройства не коннектятся нормально, не работают. Но здесь будет отключен сразу и OFDMA, и TVT, и BSS Coloring и другие функции Wi-Fi 6 либо Wi-Fi 7. Режим энергосбережения TWT. Если у вас есть устройство Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, то они поддерживают именно смартфоны, ноутбуки, которые поддерживают TWT, они могут свой заряд в режиме ожидания экономить. То есть они не включают Wi-Fi на полную, только пингуются иногда. Очень удобная штука. Также можно включать и отключать MU и MIMO. И есть у нас постоянный поиск устройств умного дома. В настройках интернета все очень стандартно. Есть у нас стандартный DHCP, есть у нас клонирование MAC-адреса, переключение режимов работы имеется в виду. Смотрите, мы можем выбрать либо нормальный режим работы роутера, либо режим беспроводного повторителя, либо режим проводного повторителя, при том, что он еще и поддерживает отдельно Mesh. Есть IPv6, Brandmauer IPv6 и можно выбрать WAN-порт вручную, хотя он у нас работает в режиме, именно смарт-режиме и определяет интернет сам. Центр безопасности, ну здесь такое, мы можем с вами добавлять MAC-адреса вручную, либо менять пароли, контроль доступа, тут имеется в виду тоже, мы можем по MAC-адресу делать контроль доступа устройств к роутеру. Настройки локальной сети, тут тоже абсолютно все просто, обыкновенный DHCP сервер, который встроен в сам роутер, и можно задать адреса локальной сети, плюс есть у нас еще настройка системы, где мы можем видеть индикатор состояния, сохранять настройки, либо возобновлять их, и есть у нас дополнительные настройки в виде QoS, DDNS, стандартной переадресации портов, VPN. Ну, VPN у нас здесь такое, знаете, у нас здесь нет, в принципе, серверов, но мы можем использовать PPTP, L2TP соединение для соединения с VPN. И есть настройки сетевых портов. Вот здесь вот интересно. Почему? Потому что он поддерживает у нас агрегацию. Вы можете 2 WAN-порта завести сюда, и он будет работать в режиме, либо в режиме пропускной способности, либо приоритизация WAN 1, а WAN 2 на резерв, либо WAN 2, WAN 1 на резерв. То есть он может быть как резервированием. Есть поддержка IPTV, агрегация портов LAN. Например, если вы задумали подключать NAS сервер, то 2 порта можно объединить. Вот, пожалуйста, вы включили, допустим, выбрали
выбрали там порт 2, порт 3, он их сагрегировал, подключили туда 2 сетевых порта вашего NAS сервера с агрегацией, и тоже будет очень круто работать. И есть игровой сетевой порт. Это просто обыкновенная приоритизация любого сетевого порта. Больше ничего тут такого интересного нет. Ребят, в принципе, все остальное уже там мы с вами обговорили. Переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, охренительный роутер, просто классный. Всем советую, подходит для организации mesh-сети. Конечно, он не лучше, чем BE7000, это немножко не та платформа, но вот 6 FEM усилителей, которые в нем есть, фронтальных, делают свое дело, покрывают очень большие площади. Неплохо работает, все порты 2,5 гигабит, есть приоритизация портов, подключение 2 провайдеров, есть у нас агрегация LAN портов. Короче, ребят, роутер достойный, мы рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон, пока.